Здравствуйте, это снова «Хмурый вечер», программа для нытиков. Последние лет 15 для оружейных баронов США выдались отвратительными. Расходы на оборону блока снижались. Европейцы один за другим отменяли контракты на закупку у США дорогостоящих военных девайсов. Плюс провал многомиллиардной аферы с истребителем пятого поколения. Плюс провал с модернизацией танка «Абрамс». Плюс неубедительная работа американского оружия в военных конфликтах. Нужно было срочно что-то делать. В прошлый раз американский ВПК спасла Вторая мировая война. Сегодня начинать такую войну довольно сыкотно. Ядерное оружие есть много у кого. А если войну или хотя бы угрозу просто выдумать, барыжить танками и патронами в этом случае можно ничуть не хуже, чем во время настоящей войны. Нужен был срочный регион, желательно поближе к Европе, желательно малолюдный, желательно под внешним управлением. Нужна была страна-идиот. И таких стран нашли даже целых 3. Так Прибалтика, добровольно став приживалкой и попрошайкой в дружной семье Евросоюза, вдруг поняла, что и за это тоже надо платить. Коллекторами выступили натовские генералы, а страны Балтии в эти дни окончательно определились со своим местом в системе так называемого западного мира. Передовой европейской страны из них не вышло. Советские заводы было приказано закрыть, а деревенский менталитет не дал построить на песчаных дюнах новые Купертино или Маунтин Вью. Поэтому они стали странными объектами военной угрозы со стороны России. Любая женщина или либерал знают, что грамотно спланированная и вовремя начатая истерика дает гораздо больший эффект, нежели истерика неподготовленная и спонтанная. Это ничего, что российские самолеты всегда летали, подводные лодки всегда ходили, а российские войска всегда стояли вдоль границ с Прибалтикой. Американский промоушен развернулся на полную мощь и обрушился на бедных чухонцев, мирно коптящих шпроты под соснами. Теперь любому ребенку в Прибалтике стало ясно, что Россия вдруг неожиданно надвинулась на них из своей Сибири и ждет сигнала, чтобы напасть. Польша, как всегда, слегка испортила праздник, заявив, что разобьет российскую армию силами одного батальона. Но эта шутка старая, над ней уже смеялись 75 лет назад. Запуганные прибалты тем временем в десятки раз повысили свои расходы на вооружение. Довольные американцы нашли место, куда можно пристроить весь свой недешевый военный хлам. Американский инженер из какого-нибудь Макдоналл Дугласа купит себе новый iPhone. За это программист из Купертино получит премию и пошлет чек своей маме в Рязань. Мама сходит в кино на российский фильм «Экипаж». Довольны все, кроме Евросоюза, которому придется оплатить покупку этого американского железа. Ведь у Прибалтики нет денег даже на военные исподние натовского стандарта. Ну да кому интересно мнение какого-то Евросоюза? Уж точно не России. До свидания.